Всем привет! Я снова приветствую вас на своем канале. Сейчас я снова записываю видео под закат, поэтому наслаждаемся этим видом вместе со мной. И сейчас я подниму очень важную для меня тему. И для того, чтобы улучшить качество вашей жизни, я рекомендую начать со своего тела, с главной фишечки в этой игре. Чем чище тело, тем легче проживать качественно эту жизнь и создавать, творить реальность такой, какой вы хотите. А об этом я говорю не первый год и изучаю эту тему уже не первый год, так как я в теме спорта уже около 7-8 лет. И я проводила тренировки в тренажерном зале, я проводила тренировки по йоге, по фитнесу и занимаюсь этим немножечко и сейчас. И прежде всего нужно осознать, что я люблю себя, и я буду наполнять свой организм только тем, что приносит мне пользу. Это первое, что нужно понять. Не запрещать себе что-либо, потому что кто-то так сказал, а ощутить свой организм и понять, что он мне настолько ценен, что это моя главная фишечка в игре. Это мой храм. И чем чище мое тело, чем более качественными продуктами я его наполняю, тем легче мне проживать мою жизнь и осознанно проходить каждый из этапов. Чем чище мое питание, тем яснее сознание, тем легче творить свою жизнь. И самое главное, чему я обучала людей, которых тренирую, это то, что все нужно делать из позиции «я люблю себя». Заниматься спортом не потому, что надо, а я люблю себя, я люблю свое тело, я уважаю свое тело, и я делаю это из любви к себе. Соответственно, то же самое и с питанием. Никаких запретов, никаких ограничений, а я выбираю не есть что-то, потому что я настолько люблю себя, что я буду наполнять свой организм только тем, что несет мне пользу и от чего мой уровень энергии повышается. Только из позиции «я люблю себя». Любое ограничение, любая стенка своего сознания рано или поздно пробивается. Рано или поздно мы туда нырнем, и любое ограничение обернется нам не самой хорошей стороной. Сейчас мое питание максимально чистое. Например, я не ем мясо уже около 6-7 лет. Осознание того, что я не буду его есть, пришло чисто интуитивно. Я поняла, что Лена, хватит. Потому что на протяжении долгого времени я ела его в больших количествах. Я занималась усиленно спортом, и для того, чтобы нарастить мышечную массу, мне нужно было есть мясо, яйца. И в какой-то момент я поняла, что стоп. Я учу всех, я люблю себя, и я наполняю себя только тем, что несет мне пользу, а сама ем тонну мяса, тонну яиц, напичканных гормонами с магазинов, супермаркетов. Это вообще ни о какой пользе и речи идти не может. И я перестала его есть. Я перешла на молочные продукты, и длительный промежуток времени кушала молочные продукты, творог там и так далее. И как только я перестала есть мясо, я похудела за месяц, наверное, килограмма на 3-4. То есть все шлаки, которые задерживались в организме посредством мяса, они все вышли моментально. Я такая, вау, прикольно. Нужно было всего лишь перестать есть мясо, чтобы похудеть. Это первое, на что я обратила внимание. И дальше я обратила внимание на то, что у меня стало больше энергии. Я стала жизнерадостней, я стала активней, у меня глаза начали больше гореть, больше желаний появилось. И, соответственно, я заменила мясо на продукты, которые усваиваются гораздо легче. Наше тело – это субстанция энергии. И чем больше энергии этого чистого нашего внутреннего потенциала уходит на пищу, тем меньше на сотворение реальности и сотворение той жизни, которую мы себе хотим, на вкусное, сладкое проживание жизни. Не потому, что кто-то где-то сказал, а потому что мое тело чувствует себя максимально комфортно, максимально энергично.
Мне легко просыпаться, мне легко засыпать. Я чувствую свое тело идеально. Мне легко медитировать, мне легко сконцентрироваться на том, чего я хочу. И мне легко распределять энергию в течение дня, в течение своей жизни. На какой-то промежуток времени я перешла на рыбу. Я употребляла рыбу, потому что, занимаясь спортом, в принципе, мне нужен был какой-то белок. И я восполняла это рыбкой. Чувствовала себя относительно комфортно и, собственно, проживала свою жизнь. Года 3 тому назад я узнала, что у меня аллергия на лактозу, и я перестала есть молочную продукцию, я перестала есть творог, молоко, сыры, и я перешла на безлактозную. Я выбираю продукты с максимально высоким вибрационным уровнем, максимально чистые, экологичные и натуральные. Конечно же, я могу что-то скушать термически обработанное или то же самое мясо и рыбу, когда я понимаю, что оно приготовлено либо родителями, либо друзьями, и я понимаю, что сделано оно с любовью, тогда, конечно, без всяких проблем я съем это с удовольствием. Но на постоянной основе мое тело отвергает пищу, которая подвергалась насилию. Это мясо, это рыба и так далее. А от термически обработанной пищи я ощущаю, что уровень моей энергии падает. И мне хочется спать, у меня вялость и слабость. Соответственно, когда я кушаю что-то свежее, натуральные фрукты свежие или овощи, я цвету и порхаю, и мне хорошо от этого. Отдельное внимание мне хочется выделить на кофе. Кофе – это просто слив энергии. И через какой-то промежуток времени оно работает в обратную сторону. Оно не будоражит нервную систему, а забирает абсолютно всю энергию. Любая матричная еда, приобретенная в магазине, сделанная искусственным способом, она отвлекает наше сознание от самого главного, от того, что внутри, от того внутреннего чистого потенциала, через который мы можем творить и создавать эту жизнь. Для этого она, собственно, и была создана, чтобы мы отвлекались. Как муравьи в муравейнике были заняты внешними факторами удовлетворения себя. Лучшее, что я могла сделать в своей жизни, это перестать кушать мясо в больших количествах, отказаться от сладкого, от чрезмерно соленого, от вредной магазинной пищи супермаркетов. И мой организм просто цветет и пахнет от этого. Я желаю вам начать шаг за шагом менять тип своего питания и отказываться от продуктов, у которых польза равняется нулю. Белая мука, сахар, вредные сахарозаменители, вкусняшки, кетчупы, соусы, белый хлеб, пончики, булочки и так далее. Любите свое тело, уважайте свое тело, и ваша жизнь прежде всего вам поблагодарит за это. Начав шаг за шагом очищать свое питание, вы заметите, как начнет меняться ваша жизнь. Главное – начать. Я искренне желаю вам счастья, я искренне желаю вам здоровья. Я благодарю вас за этот просмотр. Я благодарю за возможность сеять полезные семена в вашу жизнь. И я уверена, я верю, я знаю, я чувствую, что рано или поздно они прорастут. До скорых встреч!